А обзор... Ладно. Кстати говоря, вот пример отреставрированной Ходжевки. Архитектурный стиль «Сломай ноги». Дорогие друзья, добро пожаловать во вторую часть видео про Влеру образца 2025 года. Мы решили с Катериной показать вам наиболее интересные места, а также показать новые места. Это видео я решил начать с этой вот помойки /канализации. Думаю, это самая разумная идея, потому что вдыхать эти пары — это очень полезно для здоровья. А моя задача — показать вам видео про настоящий город, про настоящую Влеру. Поэтому поехали. Вот мы здесь отовариваемся на этом рыночке очень часто. Он находится прям близко к дому. Цены примерно плюс-минус те же самые, что и на нашем любимом развале, который дальше от дома. И, в принципе, здесь есть весь ассортимент, который мы любим. И арбузы, и брокколи, цветная капуста, лук, морковь, персики. Альмочка наша любимая сидит там. Вон она. Она нас не видит, но это очень приятно. Вот одна из любимых мною черт албанской жизни, что, являясь постоянным клиентом, тебя уже узнают продавцы, можно small talk какой-то с ними переговорить, организовать, переброситься парой слов, вот, и тебе за это могут простить там 20 лет, например, которых у тебя не оказалось. Вот. Так что, в общем, очень приятное место и недорогое. Рядом с овощным ларьком находится булочная, в которой Ваня в основном покупает хлеб. И берет он всегда одну и ту же булку, называется интеграли. Это зерновой хлеб с отрубями. Стоит 100 лек за большую вот такую вот буханку. Круто. Ребята, когда вы выбираете жилье во Влере, у вас, значит, естественно, первым делом выбор по цене идет. Правильно? Правильно. Так вот, за 250 евро можно снять Ходжевку. Мы сейчас ее вам покажем, и вам будет понятно, что это из себя представляет. Но, кроме этого, есть дома вот такие вот поновее. Здесь уже что-то в районе 400 евро, мне кажется, стоит аренда. Это почти центр, Трансбалканика. То есть вот такие вот есть дома. То есть 400 евро за one bedroom обычно в нормальном доме около центра. Да, это окей. Но также, даже может чуть-чуть меньше, но в принципе, да, 400 евро я бы ориентировался на эту цену. Смотрите, также есть старые дома Ходжевки, вот такие вот, которые еще без реновации, там еще, видите, стены такие абсолютно старые, так сказать, замаранные, и мне они абсолютно не нравятся, я бы не арендовал, но если бюджет ограничен, 250 евро, в принципе, нормальная цена за вот этот вот замечательный дом. Также есть некоторая реновация Ходжева, как вот вы видите слева, здесь уже было покрыто определенным новым слоем штукатурки, и здесь уже, по крайней мере, не протекает. Что не протекает? Сбоку не протекают стены, как бывает такая проблема вот в старых Ходжевках. То есть, особенно если верхний этаж, у вас там протекают стены, это просто капут. То есть, с крыши капает, еще и стены протекают от сильных дождей. То есть, частая проблема. Так что вот выбирайте по цене и смотрите. И скажу сразу, что если аренда, то вообще нет проблем арендовать Ходжевку за те же 250 евро. Это, в принципе, одна из самых дешевых опций вообще восточной, не восточная, одна из самых дешевых опций на Балканах, в принципе, или вообще в Европе. Кстати говоря, в следующих видео мы покажем, что из себя представляет Ходжевка в реальности. То есть мы вам непосредственно покажем ее внутри, и вы поймете, что это из себя представляет. Кстати говоря, вот пример отреставрированной Ходжевки. Смотрите, снаружи выглядит довольно приятно, хотя, конечно же, вот видите, провода торчат так, это классика. Это еще не самый худший вариант, бывает гораздо хуже. А теперь зайдем и посмотрим внутри. Сам подъезд. Как видите, кто-то себе решил отделать отдельную дверь. Я не знаю, может быть, магазин тут или что-то такое. Или даже апартаменты. А потом идем, и начинается стандартная албанская проблема, что, сами видите, весьма все. Даже не грязненько, нет. Просто неорганизованно, и все как-то раздолбано. Да, то есть ремонта никакого нет. Сверху замазали, а внутри все осталось как бы и было, вот. Зайдем в типичный магазин, так называемые завалы, я бы сказал. Тут кое-что нужно купить Катерине. И, судя по всему, это краска для волос. Вот. Смотрите сами, тут как-то так весьма хаотичненько, похоже, как в Хаса. Кстати говоря, друзья, есть вот такой вот еще пример Ходжевок. То есть мы смотрели до этого панельки, а также есть такие вот кирпичные дома. Мне лично визуально они кажутся более убогими, да, но при этом, в принципе, внутри более-менее еще ничего там. Можно и там жить. Главное, внутри как-то все обустроить. Вот смотрите, баки наверху, телевизионная антенна,
Ну а наверху, что смотрите, трава растет. Я вам показываю настоящую Албанию, друзья, какая она есть. А она есть вот такая вот разная, скажем так. А рядом, смотрим рядом, здесь у нас такой магазинчик. Декор. Знаете, типичные Балканы, когда вот такая вот неприглядная внешность зданий чередуется с вот такими вот другими зданиями совсем, из другой уже эпохи. И это очень типично для Балкан. Ну, на самом деле, не только для Балкан, но тем не менее. Вот в Албании прям это очень заметно. А сейчас я хочу показать мой любимый магазин, в котором я покупаю косметику, как уходовую, так и декоративную. Очень хороший магазин, очень классные товары, и профессиональная косметика для волос тоже имеется. И напротив еще магазин канцтоваров, тоже очень классный, поскольку я иногда время от времени занимаюсь какими-то своими хоббими творческими. Там продают все для художников, и детские товары, детскую канцелярку. Ну, то есть очень такие классные магазины, два. Идем. Так, ну вот мы заходим в магазин косметики. Если нам ничего не скажут, а то на нас иногда так реагируют. Вот. Ну, в принципе, стандартный ассортимент. Очень много хороших брендов, как итальянских, так и балканских. Вот. Очень приемлемые цены, очень хорошая, качественная косметика. Я часто покупаю здесь шампуни, что-то для волос, спрей для тела. Здесь очень классная линейка есть, недорогие. Очень популярно в Албании. Вот как у нас было такое веяние в середине 2000-х, наверное, начало 2000-х. Духи на разлив. Вот в Албании до сих пор существует этот практика. Я никогда не брала здесь духи на разлив. Я не знаю, какого это качества. Это подделки или оригиналы, поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. Но вот имеет место быть. Так, а вот магазин канцтоваров, собственно говоря. Тут все для детей. Как раз 1 сентября вот завтра. Дима, смотри, какие открытки появились красивые. Открытки красивые, да. Сухоцветами. Ну вот 1 сентября завтра на момент съемки видео. И поэтому здесь разное есть для детей. Ну, и не только для детей, для взрослых тоже, в общем-то. Да, смотрите, карандаши и все, ручки. Ну, довольно вот много всего. сезонный ассортимент, да. Сезонный ассортимент. Завтра 1 сентября, поэтому, смотрите, школа встречает своих учеников. Все не то. Все не так. Дальше я не помню текста. Просто мы шли с Димой, увидели мусор и решили, кто в лес, кто по дрова, попеть. Ой, Дим, смотри, мандарины. Вот. Нифига себе! Мандарины. Смотри, прямо на улице растут. Реально. А, нет, это не мандарины, это хурма, Дима. Издалека как мандарины выглядят. Ну что, срываем? Не будем. Не стоит, да? Не надо. На нас и так все косо смотрят тут кругом. Снимают всякие видео, блогеры. Да. Прям челюсть отваливается у людей. Снимаем про Как будто бы никогда... любимую их страну. Да, никогда не видели блогеров. Часто заходим, берем курицу здесь, в этом котике. Вот. Несмотря на то, что на блогеров реагируют своеобразно, вот сейчас сзади люди пялятся на нас, что мы снимаем тут видео. Вот. Тем не менее, хочу сказать, что качество курицы весьма неплохое. Хотя иногда бывает пережаривают. И стоит недорого, кажется, 600 лек, да? 800 лет с гарниром. 800 лек с гарниром. При этом там еще дают какой-то гарнирчик. Гарнир хороший очень. Рис. Ну, то есть это рис. Гарнир дают рис. Вот, гарнир рис там. Френч-фрай картошка дается также к этому. Ну, фастфуд, конечно, естественно. И каждый день такое есть не стоит. Но, тем не менее, вот хорошая опция перекусить. Народ берет, затаривается. Я видел, машинами подъезжают, забирают там кучу всего этого добра. Поэтому реально неплохое вроде место. Вышли на бульваре идем в Конад. Сейчас зайдем, потому что у нас закончились таблетки для фумигатора. И вторая вещь, которую я всегда беру в Конаде, это вода питьевая. Она здесь самая дешевая. 35 лет всего лишь бутылочка стоит. Ну и таблетки, кроме Конада, вы нигде не купите. Как это ни странно и не смешно звучит. Заходи сначала. Давай подойдем, и ты потом спросишь. Здесь. Ну, во-первых, я кусочничал, поэтому брал вот такие все продукты, вроде как вот, допустим, этого часто я брал, покупал нарезку. В общем, по-нормальному в Конаде нам не разрешили снять. Сказали, выключайте камеру и прочее. Ну, в Албании, к сожалению, есть вот такое, что
как только камеру видит, типа, не показывай неприглядное, не показывай плохие вещи. В общем, купили мы фумигатор, купили колу конрадовскую, да. Я хочу сказать, что я, в принципе, не люблю этот Конрад и этот отдел, вообще, вот это отделение, потому что по той простой причине, что каждый раз какие-то проблемы. То у меня там, проверьте рюкзак, покажите рюкзак, то что-то еще. То есть мне вообще абсолютно не нравится это все. Абсолютно колхозное отношение к людям, мне кажется. Катерина, а вы что на этот счет думаете? Ну вот поэтому я в этом Конраде никогда вообще ничего не беру, кроме воды и таблеток для фумигатора, которых, как ни странно, нигде больше не купишь. Такой элементарной вещи, как вот фумигатор, больше нигде не продают. А так вообще отстойный магазин, дико дорогой. Все те же самые товары, которые можно в любом другом магазине купить, в любых других сетях, и Хаса, и Тепелина, и Маркетым, в Конраде продается втридорога. Да еще и вот такая вот клиентоориентированность прекрасная. Кстати, еще вот интересная едальня сзади нас, называется, как она? Sky. И там можно перекусить, в принципе, недорого. Здесь очень классные суфладжи продаются, и мы с Ваней здесь часто любили их брать. Они недорогие, 250 лек, но это огромная вот такая, как сказать, плюшка, и в этой плюшке там картофель фри, мясо, можно свинину, можно курицу выбрать, овощи и соусы. Да? Ну, то есть такая шаверма, фастфуд, но очень сытная, очень классная. Сейчас уже в последнее время перестали брать, потому что есть другие места. За здоровое питание. Плюс есть другие места получше. Да. Кстати говоря, если хотите мороженое, на бульваре есть вот Орьоли магазинчик. Ну, точнее, кофешоп, я бы сказал так. И здесь можно мороженое поесть, можно различные пирожные поесть. Ну, в принципе, я в основном пью там кофе, американо, скажем так, да, как и везде. Но, в принципе, вот для мороженого очень хорошее место. Советую зайти посмотреть. На бульваре очень классный магазин, Комодита, рекомендую. Вернее, произношение, мне сказали албанцы, комодита. То есть это итальянское слово, комодита, это сетка такая. И здесь я покупала матрас для тех, кто желает обосноваться в Албании надолго. Можно вот покупать постельное белье, какие-то для дома, там утварь всякую разную, но в основном вот матрасы, подушки, постельное белье и посуду для сервировки очень красивую, качественную, итальянскую. Смотрите, на бульваре также есть что-то вроде ПТУ, индустриальная школа, скажем так, где готовят по рабочим специальностям специалистов. Если зайти сюда вот эти прекрасные ворота, сразу видим, значит, здание времен советского периода, скажем так. Даже, видите, какие-то подшипники, что-то здесь у нас стоит памятник подшипнику, что ли, не знаю. Шахматы вон там видны, да, то есть весьма симпатично. Давайте глянем вместе. Вот Катюша сейчас покажет нам, что за шахматы там. Может быть, даже сыграем в эти шахматы. Может, их передвигать можно, я не знаю. Вот. Реально их можно поднимать. Можно передвигать шахматы. Кстати говоря, мужики там в них играют, вон там на фоне Катюши. Вот, то есть вот такая вот ПТУ. Шестеренка здесь у нас виднеется. Школа индустриальная, да? И мой любимый это робот. Этот робот Микроша, да, скажем так, назовем его. Итак, подходим к этому замечательному роботу. С такими прекрасными руками, ручищами, рабочими руками, да? Вот, здесь у нас Эйфелева башня. Я бы назвал так ее Эйфелевая башня. Вот так, более адаптированно, скажем так. Обратите внимание, даже на бункерах стоят. Создание на бункерах. Значит, это все у нас на бункерах поставлено. А также здесь у нас мост Золотые ворота, что ли, Сан-Франциско, то бишь. Очень похож, да. Похоже на Сан-Франциско, скажем так. Ну, в бункер я, конечно, пролазить не буду вам, чтобы показать, но сами видите, насколько интересно они используют объекты прошлого. Дима забыл упомянуть, что все вот это вот сделано руками самих студентов этой школы. То есть это сами вот ребята, учащиеся, это все изготавливают на занятиях. Все вот эти вот конструкции металлические. И очень классный парк вообще вот при этой школе, где потом выставляют эти свои творения. Все сделано своими руками. Вот, смотрите, даже эта замечательная шестеренка. Итак, специальности. Видимо, что-то с компьютерами. Может быть, системный администратор. Что-то с автомобилем. Значит, видимо, механик автомобиля. Термогидравлика. Механик. Электрик.
Ну, в общем-то, да, рабочие специальности, которые, в общем-то, всегда и везде нужны в любое время. Очень важная, я считаю, школа. Парковка по-албански. Просто вот так вот все должно стоять, от балды. Рядом с бульваром есть место, где можно брать рыбу. Вот оно здесь. А так здесь рядом находится суши-ресторан. Ну, как ресторан, такое маленькое местечко. И вот мы идем по... Вот сюда идем. We just would like to check. To check. Yeah, sorry, I didn't put the tables outside yet because we are playing after the heavy rain. Yeah. Perfect. Вот еще новое место, кафе «Ура», заодно еще и коворкинг. Ну, «Ура» это не по-русски, это по-албански, что означает «мост», насколько я понял. Вот, смотрите, что у них, значит, с 8:30 до 15:30, а в субботу с 10 до часу, ну, это вообще не серьезно, честно говоря. Вот, смотрите, даже написано на 3 языках, на украинском, албанском и английском, но, как видите, это не серьезно вообще. В 3:30 я вообще даже не начинаю еще работать. Ну да. Это совсем уж. Надо как-нибудь зайти посмотреть, да? Неплохое место, судя по всему. Судя по отзывам, да, что мы слышали. Да. Должно быть ничего место. Да, хорошее место. Посмотрим, разберемся. Мы завтра проверим. Мы завтра идем чекать это Прочекаем, место. прочекаем, Да, прочекаем. И сушильню, в которой вот мы только что были, и она тоже закрыта. В сушильню У нас- мы зашли, там идет уборка. Я немножко подснял, но практически Расскажи ничего. про вчерашний потоп. Вчера был огромный прям потоп в Албании. Затопило вообще все практически. Прям была вода, тут машины плавали. Ну, почти плавали. Ладно, я утрирую, конечно, ничего не плавало. Но, в общем-то, после каждого такого потопа, к которому город, конечно, не готов, значит, все потом бизнесы все чистят вокруг, и поэтому вот убирают территория. Поэтому, друзья, часто бывает такое, что закрыты какие-то заведения на следующий день. А бывает, что и воду не подают в этот день, допустим, если был потоп. Вообще, короче говоря, весьма интересные события. Кстати, снова на бульваре один из моих любимых артефактов, вот этот вот барельеф на Дворце молодежи или что-то такое, знаете, в этом роде. Сейчас здесь ничего нет, ну, какое-то кафе находится рядом и прочее, но вот, здесь ничего интересного, на мой взгляд, нету. Но вот сам барельеф весьма симпатичен. Ну и сразу вид на бульвар у нас вот тут. И мой дорогой Мулири. В этом неприметном здании есть у нас Низотель, оператор домашнего интернета. Сюда можно зайти, допустим, чтобы оплатить интернет. Интернет в среднем стоит от 1300 до 2000 лек, насколько я понимаю. Ну, окей, 1500 лек закладывайте на вот этот вот, на оплату интернета. Какая красота, какой красивый канал. А еще также облезлые собаки, которые так и норовят тебя оттяпнуть за какое-нибудь место. В общем, Влёра — это очень красивый город, как вы видите, но Какая перспектива. перспектива огромная открывается. Ну и собаки вот эти, да, уah. Катюша, Я прям вот перспективу эту обожаю. Обожаю. Красиво, Смотреть да? Туда вдаль. Вдаль. да, вдаль. Фоне горы. Красота, красота. А вот еще интересное место, где можно бахнуть bubble tea. Пожалуйста, называется Сен-Ти. Находится оно на Лонгомаре. Вот смотрите, вот оно здесь. Если мы повернем вот сюда, вот. Да, тут Катерина, а также Лонгомаре находится у нас тут. То есть очень легко найти это место среди пальм. Очень красиво вообще на самом деле здесь. Кстати, на Лонгомаре, если вот свернуть чуть сюда влево, появились автоматы. Смотрите, какие. Кофе, различные тут перекусы. Все как бы есть. Это прикольно. Смотрите, даже оплата монетами здесь, картами, конечно, нет. Но, однако, была одна проблема. Мы сюда закинули как-то 100 лек, и 100 лек оно сожрало. И ничего нам не выдало взамен. То есть кофе не вышло. Но первый раз, как попробовали, кофе было классное, да. А второй раз что-то не повезло. Вид с Лонгомаре на море. На самом деле, вид реально эпичный. Когда смотришь на вот это все, то порой забываешь все проблемы, которые существуют в этой стране. А потом постепенно погружаешься в реальность, и все снова вспоминается. Ребята, Бургер Кинг открылся на Лонгомаре, поэтому пойдемте заценим его. Смотрите, ну все стандартно, значит, у нас здесь стульчики есть. Все кажется вообще абсолютно стандартным. Заходим сюда. Вот смотрите, все стандартно, в принципе.
Даже нет киосков для самообслуживания. То есть вот прямо здесь непосредственно заказываете и все. И можно потом смотреть номерочек, который, ну, как стандартно, в общем-то, когда готово, когда не готово. В общем-то, ничего особенного тут нет. Но самое главное, что есть мороженое за 100 лек, которое можно покушать, и оно прям реально вкусное, хорошее. Решили мы тут перекусить на Лонгомаре. Вот печень принесли. Смотрите, какая вкуснота. Сейчас все поедим с вот таким вот видом на море. Ребята, эта улица, где я раньше жил, она дико загазованная. Тут постоянно машины ездят. У меня раньше был здесь дом, и мы идем сейчас к этому месту, где я раньше проживал. Как вы видите, это просто что-то с чем-то. Видео даже не передает масштаба этой трагедии. Ребята, это вот дом, где я жил. Вот так он обособленно стоит, минут 20 пешком от Трансбалканики идти. В общем-то, хочу сказать, что не самый удачный вариант, и я рад, что избавился от этой квартиры, что у меня здесь была. А была у меня тут трешка. Трешка была на минуточку. И то есть, да, иногда покупка квартиры — это совершенно не логичное действие в случае вот с покупкой вот такого вот чуда. Постоянная гарь, шум и... С дороги постоянно туда-сюда машины ездят. Постоянный шум, бесконечный шум. Это вообще никуда не годится. Поэтому четко проверяйте, где вы покупаете квартиру. Не делайте моих ошибок, пожалуйста. Давайте зайдем в подъезд, где я раньше жил. Просто посмотрим, что это из себя представляло. Вот на самом деле магазинчик был. Вот мы заходим. Вот такой вот подъезд. На самом деле он стал лучше, чем был раньше. Получше стал. Реально лучше. Немножко они в порядок привели всю проводку здесь раньше. Ну, на самом деле нет, не привели. Он все-таки болтается, как раньше. И в доме чуть меньше слышно шума в самом подъезде. Хотя из окон оно шумновато весьма. Поднимаемся наверх. По-моему, свет автомата не зажигался, да. Как-то тут весьма тускло было. Как и сейчас. А вот такой вид из окна. Там типа можно было подъехать в этот двор. Парковки там нормальной не было никогда. На этом все, дорогие друзья. Вот и подошло к концу это прекрасное видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Поэтому, если оно понравилось вам, ставим вот так вот лайк, не стесняемся. Пишем комментарий, обязательно комментарий, потому что без комментариев, как вы знаете, продвижение не очень идет канала. Особенно про такого специфического канала, про Влеру. Я на самом деле не так много блогеров про Влеру знаю, если честно. Поэтому вот, подписывайтесь, будут новые видео и пока! Дорогие подписчики, вот вы скажете, ну что такого, просто помойка. А просто таких помоек по городу тысячи. Ну сотни уж точно. Это вообще норма, вот так все выкинуть, нагадить под ноги себе. Это вообще норма. Албанское граффити, смотрите. Доктор такой с зубом. И в конце